Валерия Бардужа. Всегда видно по актрисе, насколько она открыта для флирта. Она ворвалась на отечественный кинонебосклон подобно комете, стремительно и ярко. Валерию Бардужу зрители могли видеть в таких популярных сериалах, как «Менталист», «Качели», «Двойная сплошная», «Второе зрение». И это только начало, ведь молодой актрисе всего-то 25 лет. Но был и в ее жизни период, когда опускались руки, помогла поддержка семьи лучшего друга, однокурсника Дмитрия Подадаева, который позже приобрел иной статус. Сейчас Валерий и Дмитрий, муж и жена, и мечтают о пополнении в семье. Об этом актриса рассказала журналу «Атмосфера». Лера, совсем недавно вы отмечали юбилей, 25 лет. Это много или мало? Я как раз вчера приходила в свою школу, общалась с выпускниками, и педагог спросил: «А ты когда закончила школу?» И я сказала: 8 лет назад. Кажется, уже так много времени прошло. А с другой стороны, мне же всего 25. Вся жизнь впереди. Я считаю, что это прекрасный возраст. Я еще успею посниматься, и семейную жизнь построить, и ребенка родить. К 25 уже примерно знаешь себя, понимаешь, куда двигаться дальше, в чем ощущаете себя взрослой. Какие поступки уже не можете себе позволить. Ой, я вообще была дрянная девчонка, пацанка, из тех, кто прогуливает школу, всегда на кураже, зажигалка, одним словом. Я могла, например, стать возле метро и созывать прохожих в какую-нибудь кофейню, причем сама я там не работала. Смеется, люди смотрели на меня недоуменно. Сейчас, с возрастом, стала более тихой, спокойной, энергию свою не расплескиваю просто так. Есть муж, появились другие обязанности, семейные. Вы родом из Астрахани? Вспоминаете родной город? Я родилась в военном городке Знаменске Астраханской области. Там прожила первые 9 лет жизни. Вроде бы немного, но каждый раз, когда в жизни тяжелый период, мне снится мой город, как я гуляю по улицам. У меня там осталось много друзей, хоть мы и учились в младших классах, но до сих пор общаемся. Там совершенно другая атмосфера, нежели в Москве. Вы туда приезжали позже. Да, приезжала спустя 7 лет, мы встретились со своим классом и первой учительницей. И это действительно было здорово. Они расспрашивали меня про мою жизнь, делились новостями. Все было так искренне, приветливо, что я чувствовала себя там так, как будто никуда и не уезжала. В Знаменске папа, наверное, служил? Да, и мама была военным врачом. И брат мой там же, в Знаменске, родился. А потом родители купили в Москве квартиру и переехали. Решили, видимо,
что у детей должно быть другое будущее, больше возможностей. Мне кажется, они не зря так поступили, видимо, предчувствовали, что дочка что-то здесь замутит. Смеется, и я очень рада и благодарна им, что сделали такой выбор. Хотя он был нелегким, пришлось начинать все с чистого листа. А ваше амбициозное будущее стартовало с балета «Тодес». Сначала я занималась в одной из студий в программе «Утренняя звезда» с Юрием Николаевым. Но потом мы с родителями поняли, что певица из меня не получится. И тут мама с папой предложили попасть в шоу балета Аллы Духовой «Тодес». Вообще я думала, что это балет, пришла на занятия в балетной пачке. Заглянула в зал, а там ребята танцуют R''N''Б. Я пулей выскочила из зала, и первое, что я сказала, это: «Мама, мне нужны кроссовки. Я хочу сюда». 4 года я танцевала в Тодесе и была одной из лучших в своей группе. Я чувствовала себя не то что примой, но очень гордилась, в меня верят. На самом деле Тодес меня многому научил. Там занималось немало, как бы сказали сейчас, мажоров, детей из богатых семей, которых родители привозили на мерседесах. И эти ребята смотрели на всех свысока. Я же добиралась до студии одна, на общественном транспорте. Мы жили в Бирюлеве, поэтому сначала я ехала на электричке, потом на метро, потом на трамвае. При этом я смогла добиться уважения в своей группе. Меня, 10-летнюю малышку, называли полным именем – Валерия. Улыбается, и я этим гордилась. Со мной даже из основного состава ребята общались. Танцы давались вам легко. Я очень люблю танцевать, меня это заряжает. До сих пор мой любимый стиль хип-хоп, несмотря на то, что потом я стала заниматься и классическим танцем. Но на самом деле без упорства, конечно, здесь ничего не добьешься, это серьезная физическая нагрузка. Несколько лет спустя я решила по записи повторить свой танец, но не смогла осилить даже половину. У меня жутко болели мышцы. Как я раньше такое выдерживала, не понимаю. Но во мне всегда присутствовало это упорство, желание стать лучшей, первой. Логичный вопрос, почему дальше не сложилась карьера танцовщицы? Получилось так, что я попала на съемки. Моя мама тогда работала в агентстве недвижимости, и один из клиентов предложил ей сняться в массовке в фильме «4 таксиста и собака 2». Мама сказала: «Ну хорошо, я еще дочку с собой возьму». В главной роли там была Светлана Иванова.
Я смотрела на нее завороженно, как она играет. Мне показалось, что только очень сильные люди, с внутренним стержнем могут чего-то добиться в этой профессии. И тогда я поняла, что тоже хочу стать актрисой. После 7 класса я пошла в театральную школу. И это были самые чудесные 4 года. В нашем школьном театре я играла главные роли. И чувствовала, что это мое призвание. Хотя, сознаюсь, когда поступала в театральный вуз, готовила себе и запасной аэродром, параллельно сдавала экзамены на юридический. Но в итоге поступила в Щепкинское училище. И очень счастлива, что так сложилась моя судьба. Ведь именно на своем курсе я встретила будущего мужа, Дмитрия Подадаева. Это была первая любовь. Да, но чувство пришло позже. Сначала мы были лучшими друзьями. И только где-то на 3-м курсе что-то щелкнуло. Мы посмотрели друг на друга другими глазами. Теперь он мой муж, а я жена. В этом статусе мы с 11 августа 2017 года скоро будем отмечать годовщину. Но мы уже до этого были вместе 5 лет. Улыбается. Вы оба актеры, эмоциональные люди. Вам, наверное, непросто? Нет, все очень просто и прекрасно. Дима служит в театре имени Моссовета, исполняет ведущие роли, в частности играет князя Мышкина в спектакле «Идиот». Я считаю, что это одна из лучших постановок. Так складывается, что он играет на сцене, а я снимаюсь в кино. Между нами нет соперничества, и это очень здорово. Мы все обсуждаем вместе, он меня поддерживает, я его. Встречаться с человеком не своей профессии, он просто не поймет некоторых моментов. Я возвращаюсь со съемок, мне хочется поделиться пережитым. Знаешь, оператор нашел такой отличный ракурс, а однокадровая сцена была просто супер. Обычный человек скажет, какая сцена, а муж с заинтересованностью выслушает. Он мой лучший критик, я доверяю его мнению, прислушиваюсь к замечаниям. Так же, как и он к моим. Ему важно, чтобы я присутствовала на его премьерах. Дай бог, чтобы и дальше так было. Вообще мне очень повезло с мужем. Дима тоже семейный человек. На первом месте для нас обоих все-таки не карьера. Замечательно, что вы так совпали. Наверное, хорошо узнали друг друга, пока были в статусе друзей. Да, мне кажется, это так здорово, когда муж твой лучший друг. Улыбается. С чего все началось? В какой момент ваши чувства изменились? Наверное, мне нужна была поддержка.
У меня вышел мой первый сериал «Ангел или демон». Снимали 2 сезона, и я очень сильно уставала. Это был первый серьезный проект, да и занятия в институте никто не отменял. Дима, наверное, почувствовал мое состояние, старался как-то поддержать, подбодрить. Я поняла, что этот человек будет всегда рядом, подставит свое плечо. Увидела в нем уже мужчину, а не мальчика, студента театрального вуза. И я нисколько не разочарована в своем выборе, наоборот, безумно счастлива, что мы вместе. Материальная составляющая жизни для вас не так важна. У вас обоих нестабильная профессия в плане заработка. Пока все хорошо, есть работа, и деньги идут к нам. Мы себе ни в чем не отказываем. Сами, на свои кровно заработанные, сделали себе свадьбу, устроили прекрасное путешествие на Мальдивы. При этом я еще помогаю родителям и брату, а Дима своим родным. Наверное, каждая мама мечтает, чтобы ее дочка была при богатом муже, ни в чем не нуждалась, чтобы с нее пылинки сдували. Но мне кажется, на первом месте все-таки должны быть чувства. Для меня отличный пример – это мои собственные родители, которые, ничего не имея, просто взялись за руки и вместе добились того, что сейчас имеют. Были у нас тяжелые периоды, денег не хватало, но сейчас, я считаю, мы живем просто прекрасно. Кто у вас в доме хозяин? Раньше я любил ощущать себя лидером, как скажу, так и будет. А сейчас поняла, что главный в доме все-таки мужчина. Точнее, мужчина – это голова, а женщина – шея. Куда шея повернется, туда и голова. Смеется, на самом деле в жизни, в быту мы друг другу уступаем. Но в плане творческом случаются разногласия. Ни разу не было такого, чтобы мы, встречаясь с нашим курсом, обсуждали что-то и не поспорили бы с Димой. Смеется, но, по-моему, это нормально. Каждый из нас творческая личность, у каждого свой взгляд. Есть ли для вас какие-то табу в плане съемок? Было такое, чтобы Дима сказал: «Нет, там ты сниматься не будешь?» Муж поддерживает меня во всех начинаниях. Понятно, что лучше обсудить что-то заранее, например, если предстоят откровенные сцены. Я очень аккуратно подхожу к подобным предложениям. Сейчас же считается, чем больше обнаженки в картине, тем зрителю интереснее. На мой взгляд, если это не несет смысловой нагрузки, вполне можно обойтись без интимной съемки. В сериале «Второе зрение» у нас была любовная сцена с Павлом Трубинером. Я очень волновалась, для меня это был первый подобный опыт, хотя все сняли очень деликатно и красиво. И хочу сказать огромное спасибо Павлу, который меня поддерживал.
Конечно, после этих съемок я с Димой делилась своими переживаниями. Наверное, в женщине должна быть какая-то загадка. Но Дима – это мое второе я, моя вторая половинка, от которой у меня нет секретов. И мне кажется, если я буду с мужем откровенна, это пойдет только на пользу нашим отношениям. А он с вами открыт? Да, он тоже делится своими сомнениями. Ему важна моя поддержка. Это как качели, когда у меня сложный период, Дима для меня сильное плечо. Когда у него что-то не ладится, я стараюсь помочь. И еще у него прекрасное чувство юмора. Это тоже помогает пережить трудности. Прекрасно, что вы друг другу доверяете. То и дело слышишь истории про романы на съемочной площадке. Знаете, это всегда видно по женщине, насколько она открыта для флирта и романов. Я знаю, что помогает мне выйти из образа. Надеваешь обручальное кольцо на палец и возвращаешься в реальную жизнь. Ни разу не случалось так, чтобы я потеряла голову. Для меня коллеги – это не мужчины. Потом среди них действительно много таких актеров-актерычей, особенно в зрелом возрасте, которые отчаянно пытаются влюбить в себя молоденькую девочку. Выглядит смешно и жалко. Они еще не могут поверить в то, что им уже предлагают роль отцов, а не героев-любовников. Ну хорошо, давай я тебе немного подыграю, но потом съемки закончатся, и я пойду домой к мужу, а ты иди к своей жене. Нет у вас кумиров, с которыми хочется познакомиться вживую? Я очень хочу встретить Свету Иванову, поделиться, что именно благодаря ей я пришла в эту профессию. Вообще у меня часто сбываются желания. Например, мне всегда нравилась Наташа Антонова, и мы сейчас общаемся. Когда-то я загадывала себе поработать с Евгенией Добровольской, и это случилось в сериале «Двойная сплошная». С Катей Шпицей сильно хотела познакомиться. И вот мы вместе снимаемся в полнометражном фильме «Абрикосовый рай», который, возможно, поедет на Кинотавр. Хотелось бы попасть в какой-нибудь проект Александра Цикало. На мой взгляд, он делает очень качественное кино. И Юрий Быков мне нравится как режиссер, а не из российских звезд. Восхищаюсь Алисой Викандер, которая играла главную роль в картине «Свет в океане». Мне кажется, она особенная, волшебная. А если брать звезд, но не из актерского мира, то Криштиану Роналду мне интересен. Я в последнее время смотрю с мужем футбольные матчи и просто в восторге от того, что делает этот парень, как он забивает голы. Хотелось бы увидеть это вживую.
Сейчас будет чемпионат мира, надеюсь, представится такая возможность. Футбол – ваше общее увлечение с мужем или просто подыгрываете? Мне он нравился всегда. Помню, в детстве я часто гонял во дворе в мяч с мальчишками. Сейчас мы с Димой болеем за «Локомотив». Когда есть возможность, выбираемся на стадион. Не так давно попали на матч, играла наша сборная с командой Бразилии. Не представляете, как это здорово, когда вся трибуна встает, поет гимн. Не передать эмоции. Чувствуешь такое воодушевление. Мне казалось, в меня вкололи какой-то энергетик. Смеется, вы довольны, как все складывается в плане профессии. Да, видимо, удача на моей стороне. Так получилось, что меня почти одновременно показали в многосерийном фильме сначала на телеканале «Россия», а потом на Первом. И предложений сейчас много. Но, считаю, я свой успех заслужила. Целый год после выпуска из института я сидела без работы. Ходила по Мосфильму со своим портфолио, стучалась в каждую дверь. Тяжелый был, наверное, этот год, да, были и слезы, и депрессия, из которой, как мне казалось, не выбраться. Спасибо за поддержку Диме и моей семье. Я приходила на кастинг и еще не успевала сказать «до свидания», как готова была расплакаться, потому что знала, меня не утвердят. Наверное, не было веры в себя. Я не понимала, почему берут людей без актерского образования, но медийных. Это все не укладывалось в сознание. Пока в какой-то момент меня не пригласили сначала в один эпизод, потом в другой, потом предложили роль побольше. Я бралась за любую работу. Поэтому все, что я сейчас имею, достигнуто своим трудом. А вы сталкиваетесь с завистью, какими-то разговорами за спиной? Да, конечно. Когда карьера идет вверх, у людей возникают вопросы, кто ее продвигает. Нет. Я все сама, и это реально. Признаюсь, я очень чувствительный человек и расстраиваюсь, когда порой читаю в комментариях: опять эта бурдужа, что это за актриса, у нее пустой взгляд. Но, с другой стороны, когда все время хвалят, тоже нехорошо. Должна быть конструктивная критика, и я прислушиваюсь к замечаниям. Я ведомая актриса, у меня пока нет большого профессионального багажа, чтобы спорить с режиссером. Улыбается, и я с уважением отношусь ко всей съемочной группе. Вы сказали, что думаете о детях. Не страшно делать перерыв, когда ваша карьера так стремительно развивается? Нет, с Димой мне ничего не страшно. Потом у меня прекрасное агентство, которое, я уверена,
меня не оставит. В наше время очень многие актрисы рожают детей и при этом не выпадают из профессии. Та же Глафира Тарханова или Катя Климова для меня отличный пример. Можно поставить себе цель стать еще круче в профессии, чтобы перед детьми не было стыдно. Какую семью хотите? Большую. Одним ребенком мы точно не ограничимся. Смеется. Так получается, что у Димы в семье пока рождаются одни девочки. Две старшие сестры порадовали родителей внучками. Так что теперь все просит нас: давайте мальчика. И мы над этим работаем. Смеется. Конечно, кто бы ни родился, это будет любимый ребенок. Вообще в идеале я представляю, что мы будем жить в большом загородном доме и у нас будет много детей. По дому вам кто-то помогает или справляетесь своими силами? Никто, у меня нет помощников. Была у нас идея заказать ремонт, но в итоге все сделали сами. До 4 утра, после съемок и спектаклей, клеили обои, но это было реально здорово. Вдохновляло то, что мы обустраиваем свое жилье. Если честно, я даже расслабляюсь, когда делаю уборку. Не скажу, что идеальная кулинарка, но стараюсь, учусь, выискиваю интересные рецепты. Мне кажется, женщина должна уметь готовить. А когда меня нет в городе, то за пропитание мужа я тоже спокойна. Он у меня самостоятельный в быту и очень вкусно готовит. А вот разлуку с ним я очень тяжело переношу. Мы очень привязаны друг к другу. Первые 2 ночи в гостинице я просто не могу уснуть. Потом, конечно, через 2 суток, меня просто срубает от усталости, наверное. И созваниваетесь с Димой часто? Да, но при этом мы оба понимаем, что если человек сразу не отвечает, значит, он занят. Потом перезвонит, когда освободится. Мы не беспокоим попусту, предоставляем друг другу свободу, что тоже важно. Каждому нужно личное пространство. Дима может куда-то пойти с друзьями, посидеть в мужской компании. И меня отпускает на встречи с подругами. Летний отпуск планируете вместе провести? У Димы в августе-сентябре отпуск в театре. Надеюсь, мне на этот период не поставят съемки. Вариантов, куда поехать, много. Мне бы хотелось в Италию. А может, в Грецию махнем. Я очень люблю море, солнце, наверное, потому, что мое детство прошло в южном городе. Мы в свадебное путешествие поехали на Мальдивы почти на 2 недели. Все говорили, там, кроме пляжей, смотреть ни на что. Вам будет скучно, вы обязательно поссоритесь. А мы так прекрасно отдохнули. Читали, смотрели сериалы, купались, любовались на маленьких рыб, которые плавали в воде прямо возле ног.
Так подзарядились, возвращаться не хотелось. С мужем мне никогда не бывает скучно. Интервью Валерия Бордужа.